Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Хотелось бы быть молодой и красивой, а приходится оставаться мудрой и харизматичной. Что-то скучно стало жить. Нужно что-то натворить. Всем желаю творческого вдохновения. А сегодня источник вдохновения – старые джинсы. Вот скажи кому, так ведь не так поймут. Ну вы ж меня знаете. Сейчас шью прихватку, отдыхаю от больших проектов и уже обдумываю, что буду шить следующее. Присматриваю новые ткани на сайте интернет-магазина «Любимый Василек». Заказываю понемногу по 1 метру разных цветов. Когда ткани перед глазами, быстрее придумываются новые узоры. И видано ли это дело, если женщина заходит в магазин за хлебом и берет только хлеб? Вот и я о том же. Платочки на голову очень нужны. И полотенца махровые, сейчас другие, с рельефным узором. Петельки пришиты хорошие и крепкие. А постельное белье обожаю. А тут такая красивая расцветка. Еще мама попросила новые подушки. Ей очень нравится с настоящим гусиным пухом. Маму надо радовать. И домашний костюм, пижама, тоже для нее. Вообще, всех любимых надо радовать. И для моих подписчиков по промокоду POLY10 есть скидка 10% на ткани на отрез. Вырежем из старых джинсов 2 квадрата размером 20 на 20 сантиметров. Швы и утолщения нам не нужны. На листочке бумаги нарисуем выкройку, контур яблока. Конечно, в качестве вспомогательного материала можно взять любую ткань, но я решила воспользоваться кусочком плотного клеевого флизелина. Он полупрозрачный, и если его положить поверх рисунка, то очень хорошо видно все линии, и их можно обрисовать. Флизелин уложим на лицевую сторону джинсового квадрата клеящей стороной наверх и зацепим булавочками. В качестве утеплителя возьмем хлопковый ватин или другое название – холстопрошивное полотно, но можно использовать и старое полотенце. Еще понадобится несколько цветных лоскутков подходящего цвета. Но первым делом поработаем с джинсовыми деталями. Проложим строчку по контуру нарисованного яблока. На небольшом расстоянии от шва вырежем внутреннюю часть и сделаем надсечки по контуру. После этого вывернем деталь, вспомогательную ткань уведем на изнаночную сторону, чтобы у нас образовалась очень аккуратная дыра с обработанным краем. По контуру проложим отделочную закрепляющую строчку. Обратите внимание, здесь мы не делаем закрепки, а оставляем длинные концы ниток. Их потом выводим наизнанку, связываем между собой и обрезаем. Эту деталь можно проутюжить, поэтому мы и ставили клеевой флизелин. Сложим вместе лицевой стороной внутрь джинсовые квадраты, зацепим их булавочками, немного закруглим углы, лучше сразу нарисовать эти линии. И, конечно же, обязательно вставим шнурок для петельки. Соединим обе детали, проложим строчку по периметру.
отрежем лишнюю ткань, сделаем надсечки и вывернем этот джинсовый конвертик. Можно сразу же его немного проутюжить с паром. А теперь поработаем с внутренней лоскутной вставкой. Нам не обязательно зашивать весь кусочек ватина. Достаточно закрыть только видимую часть. Пришили лоскутик, а потом, чтобы сэкономить нитки, переходим на кусочек вспомогательной ткани. И после этого пришиваем следующий кусочек. Подготовленную красивую лоскутную деталь проутюживаем и вставляем в джинсовый конвертик. Хорошо все расправляем. И остается только все закрепить, проложить строчки. Это и красиво, и не позволит смещаться наполнителю. 2 отделочные строчки по контуру яблока и еще шов по периметру на расстоянии 1 сантиметра от края. Вроде бы все хорошо и симпатично, но чего-то не хватает. Это же яблоко. Нужен листочек. Найдем зеленый лоскуток, соединим его с кусочком клеевого флизелина. Нарисуем контур листочка, самый простой, и прошьем на швейной машинке. После этого отрежем лишнюю ткань, сделаем надсечки по контуру. На вспомогательном материале сделаем разрез и вывернем листик. Деталь мелкая, можно немного подтянуть ткани иголкой. Остается только определиться с местом, где наш листочек будет смотреться лучше всего. А теперь можно проутюжить и хотя бы слегка приклеить листочек к прихватке. Ну, естественно, мы его еще и пришьем. Конечно, можно просто прошить по контуру, но мы не ищем легких путей. Прошьем центральную жилку и от нее сделаем швы к краям, мелкие жилки. Строчка самая обычная, прямая. Лапка тоже обычная. Шьем прямым и обратным ходом. Еще можно строчками нарисовать черешок яблока. Пусть будет. И готова у нас замечательная прихватка. Красота с яблоком. Но мне сказали уже, что моими прихватками невозможно пользоваться. Такие они красивые. Их только на кухне на стену вешать в качестве декора и любоваться. И попросили сшить еще в таком стиле, но с другим фруктом. Дорогие мои девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею, показала вам технологию выполнения обратной аппликации. Кстати, таким образом можно делать заплатки на коленях, когда дырки выйдут из моды. И технологию показала, как сделать аппликацию с аккуратным краем, чтобы не пришивать край зигзагом. Думаю, что вы все девочки умненькие и придумаете, где еще можно это использовать. Заходите почаще, на канале есть много интересного.
Всегда рада с вами поделиться. В описании под видео есть ссылки на все мои соцсети и на платформу Яндекс.Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!